Will Save активно продолжает двигаться к релизу. Сегодня рассказываем про природу игры, то есть все биомы, запланированные к 1.0. Безусловно, мы не раскроем вам всех тайн, но определенно расскажем кучу всего интересного. Первый биом, с которым вы столкнетесь, зайдя в игру, это лес. Местные деревья – это дуб и береза. Дуб растет до 7 блоков в высоту, имеет пышную листву сверху и у веток, а у его подножия всегда можно найти грибы. Некоторые дубы в лесу могут быть повалены, в этом случае они будут покрыты мхом и грибами. Березы растут до 10 блоков в высоту, имеют менее пышную листву, нежели у дубов. Поваленными их не встретишь, но так же как у дуба, вместо полноценной березы может появиться пень. Если в разделе условия процент воды выше нуля, на берегу можно встретить разбросанные камушки, а также несколько полублоков угольной руды. Напоминаем, что блоки в игре ломаются постепенно, от каждого удара выпадает какое-то количество ресурса, содержащегося в блоке. Количество ударов, которые нужно нанести по блоку, зависит от его размера, а также от инструмента, который вы используете. Если добывать руду неподходящим инструментом, вы будете получать кусочки камня, но если взять подходящий инструмент, вам начнет выпадать и руда. Специализированный инструмент способен добывать больше ценного ресурса, например, киркой из угольной руды можно добыть больше угля. Это была минутка информации, чтобы вы потенциально уже представляли свой игровой процесс. В заключение по лесу хочется сказать, что это тот биом, по которому времена года наиболее заметны. Для осени здесь даже имеется уникальный моб. Это лиф. Чудесное создание из золотистой осенней листвы. Она будет рада помочь игроку в осеннее время года. Пусть название следующего биома вас не обманывает. Пустыня отнюдь не такая пустая, какой может казаться. Большая часть местности покрыта пустынным кустарником и кактусами. А в числе местных ресурсов, кроме песка, имеется глина и солончак. Солончак встречается на довольно засушливых участках пустыни. Таким образом, вы можете встретить небольшие его скопления на песчанике, который создается на берегу у воды. На просторах пустыни можно встретить и довольно пышную растительность. Для этого необходимо найти лесовое плато. Уникальная пористая структура этой породы позволила ей сохранить внутри себя немало мелких ресурсов прошлого, например, небольшие кости. Если вам повезло найти лесовое плато, велик шанс найти и пальму, на которой можно найти до 4 кокосов. В пустыне можно встретить еще один вид дерева – саксаул. Кратко его можно описать как большой кустарник с мощной корневой системой. Саксаул является любимым лакомством местного обитателя – верблюда. Довольно неспешный, но верный моб, который способен переносить большую часть природных препятствий. Пустыня может быть пугающей, может быть пышной и цветущей, и, конечно же, она имеет множество полезных ресурсов. Удивительное явление природы в реальной жизни – Красная пустыня. Она не совсем идентична классической. Здесь куда больше зеленых участков, а у берега можно встретить большое количество гипса – отличного материала для строительства. Наиболее заметное отличие – это большое количество красного камня, в котором также может быть найдена медная руда. Как и в классической пустыне, здесь можно найти кактусы и пустынный кустарник, но в гораздо меньшем количестве. Самая главная особенность Красной пустыни кроется в возможностях, которые она дает любителям строительства. Помимо очевидно полезного в декоре гипса, невероятно красивого красного камня или же меди, которая открывает доступ не только к отдельному этапу развития игрока, но и к различным декоративным блокам, в Красной пустыне можно найти большое количество красного песка. Вновь удивляем вас интересными фактами. В реальности песок становится красным при смешивании с окисью железа, которая является важной составляющей для создания тонированного стекла. Соответственно, если в игре обычное стекло, создаваемое из песка, вам почему-то не подходит, приглядитесь к красному песку и его возможностям. К слову, в игре всего 3 вида стекла, и один, не названный ранее, также можно встретить именно здесь, в Красной пустыне. В будущем мы покажем вам уникальную местную структуру, развалины которой сохранила под своими песками Красная пустыня. В ее руинах, если быть достаточно аккуратным,
можно будет найти ценные ресурсы былых жителей, среди которых есть то, что и позволит вам сделать третий вид стекла в игре – декоративное, а точнее отдельную его версию – витражное стекло, каждый цвет которого имеет свой узор, отражающий те или иные объекты природы. С помощью них вы сможете создать действительно необычную стеклянную мозаику. Уникальный обитатель есть и здесь, но его получится встретить лишь в вышеназванных руинах. Моб также станет отличным помощником для любителей строительства. От песчаных равнин перейдем к пышным тропикам. Тропики являются, пожалуй, самым экзотическим биомом. Здесь много необычных и ярких растений, а также свой уникальный вид дерева – масличная пальма, плоды которой явно могут быть вам полезны. Однако масличная пальма лишь редкий представитель местной флоры, а большая часть тропиков заполнена многоуровневыми тропическими деревьями, которые могут достигать высоты до 28 блоков. Цвести всему этому великолепию, несомненно, помогает торф, который занимает большую часть биома. И стоит помнить, что в тропиках не все то, чем кажется на первый взгляд. Например, наш небольшой друг Кобхэт, который легко маскируется под лежащую глыбу торфяного камня. Хоть моб и способен разогнаться до действительно большой скорости, по тропикам он передвигается не спеша. Да, не только из-за своего размера, но и из соображений безопасности. Любуясь местными красотами, смотрите под ноги, чтобы не упасть в случайный разлом. Мы уже рассказывали вам про ворот. Это заражение, которое мистическим образом появилось в мире игры. Однако сложно сказать точно, зародилось оно на Земле или же нет. В этом видео мы упомянули один ресурс, который является натуральной альтернативой вороту – мох. С помощью него можно очистить блоки от ворота, достаточно покрыть распылитель ворота мхом несколько раз. Биом сам начнет постепенно очищаться от ворота и покрываться мхом. Остается лишь догадываться, почему в свое время мох проиграл болото вороту. Но после очистки в вашем мире вновь может появиться этот умиротворяющий биом. Среди всего скрывшегося под воротом можно найти местный уникальный вид дерева – болотный кипарис, корни которого образуют своеобразные острова, которые могут помочь пройти с одного берега на другой, там, где это может быть затруднительно вплавь. Кипарисы достигают до 15 блоков в высоту. Есть здесь и обитатель, который смог грамотно вписаться в местный колорит и даже приспособиться к вороту – дождевая лягушка. Пусть ее крики вас не пугают. Она лишь пытается хоть как-то защититься от всех угроз внешнего мира. И не волнуйтесь, после очистки биома от ворота ей больше нечего будет бояться, и она станет спокойнее. На этом наш рассказ про природу игры на момент 1.0 заканчивается. У нас еще куча вещей, которыми мы хотим с вами поделиться. Уже сейчас мы готовимся к видео про невероятные декоративные возможности Well-Safe. Подписчики нашего V-Box в Телеграме уже в курсе некоторых спойлеров, но даже они знают далеко не все. Спасибо за то, что продолжаете следить за нашим проектом. Будем ждать вас в следующем видео на этом канале.